Гусары, сегодня у меня игривое настроение, так что мы опять поговорим о любви плотской и любви не кого-нибудь, а последнего русского императора и о том, как он за картошкой ходил. Если вы понимаете, о чем я. Все началось с бати Николая II, Александра III. Этот серьезный усатый мужчина не привык пускать дела своей семьи на самотек. И когда его дрожайшему наследнику наступила пора стать мужиком в постельном плане, Александр сам выбрал барышню, которая должна была, согласно государственной воле, лишить невинности его иного наследника. Как бы грустно это ни звучало, но кекс — это дело особой важности, и инфантильный Николай II свой первый раз мог и запороть. Доверия в этом вопросе у бати к сыну не было. 23 марта 1890 года, после выпускного спектакля Императорского театрального училища, на котором присутствовал сам Александр III, с наследником престола был дан торжественный обед. Государь императора лично настоял на том, чтобы рядом с Николаем усадили балерину Ксишинскую, Матильду Ксишинскую. Как бы помягче сказать, но в то время балет служил таким узаконенным публичным домом, и плотская любовь с танцорками среди аристократии не возбранялась. То есть все было ровно так же, как и сейчас с нашей эстрадой. Ну, вы понимаете, о чем я? Ну ведь понимаете же, да? А на жаргоне, принятом в русской гвардии, поездки к танцорке именовались поездками за картошкой. И наш страстный Николай II под фамилией гусара Волкова несколько лет хаживал к Матильде за картошечкой до тех пор, пока скоропостижно не женился. Интернета тогда еще не существовало, все обо всем знали, но только в столице, где любовь Николая к Матильде секретом ни для кого не была. Но до провинции же такие слухи не доходили, что приводило иногда к забавным случаям. Так случилось с самоварным фабрикантом Василием Баташовым, поставщиком императорского двора. И когда для царской фамилии пришла пора обновлять самовар, заказали его, конечно, Баташову. Тот недолго думал и решил посвятить изделие греческой музе танца Терпсихоре. Даже его ручки были изогнуты в форме изящных балетных ножек. Протокольная служба императора едва на фарш не пустила несчастного Василия. Они решили, что тот издевается над императорской фамилией и играет с темой любовной связи Николая II и балерины. Но Баташов совершенно ничего не понимал, что, собственно говоря, его и спасло. А также то, что с собой он привез еще несколько самоваров на выбор. Это то, что касается шикарной Матильды. Но вкусы Николая далеко не всегда ограничивались танцами. Он был человеком интеллигентным и любил читать книжки. Весь литературный бомонд с 1909 по 1912 годы судачил о его любовной связи с Анной Ахматовой. Стихотворение «Сероглазый король» было как раз о Николае. Ахматова ненавидела это стихотворение, так как один из ее детей родился с серыми глазами и не от мужа. Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король, а вечер осенний был душен и ал. Муж твой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, за ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. Вот такой он был проказник, наш последний император Николай II, последний из рода Романовых. Или точнее, Гольштейн-Готорп романа. Конечно же, официальная позиция историков по этому вопросу совершенно иная. Романовы — безукоризненная семья, а сам Николай II непогрешим. Но чему верить, а чему нет, решать вам. Тем более, что его связь с балеринами и поэтессами не особенно-то и сказывалась на выполнении им императорских функций. Возможно, на фоне своей любви к женщинам и он сблизился с Распутиным. А вот эта связь для него уже стала роковой. Но это уже совершенно другая история, и я расскажу ее вам уже как-нибудь потом. Всем любви! Подпишись на канал, чтобы не пропустить крутые исторические видосики. Я уверяю, с нами будет только интереснее. Пока-пока.
тебе безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен я. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву такой молодой, за ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку свою я сейчас разбужу, серые глазки ее погляжу. А за окном шелестят тополя, нет на земле твоего короля. Слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король.